Какого хрена? Что это такое? Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Всем привет, народ! И в этом видео мы снова посмотрим тупую мобильную рекламу. Ведь, как вы знаете, мобильный гейминг активно развивается, и в Apple Store и Google Play ежедневно появляется огромное количество новых игр. И чтобы продвигать свои игры, авторы используют рекламу. Но есть маленькая проблемка. Заказать рекламу стоит денег, а сделать качественную рекламу это вообще влетит в копеечку. И поэтому, не желая вкладываться в рекламу, на свет появляется вот такая вот херня. Думаю, те, кто смотрели мои предыдущие выпуски, помнят такую рекламу. Но, как вы знаете, время идет и тренды меняются. А это значит, что меняется и реклама. И теперь на замену всем надоевшему Among Us приходит игра в кальмара. Теперь мобильная реклама просто кишит игрой в кальмара. Но к игре в кальмара мы еще вернемся, поверьте, впереди вас ждет очень много интересного. Но сначала давайте поговорим про вот такую вот рекламу. Если вы подумали, что это очередная реклама Хроники Хаоса, то вы сильно ошибаетесь, это куда хуже. Это клон Хроники Хаоса. Ведь даже авторы этой хрени так низко не падали, чтобы делать настолько кликбейтную рекламу. И так же, как и с Хрониками Хаоса, игра вообще не имеет ничего общего с рекламой, там нет никаких башенок и так далее. Обе этих игры являются просто донатной хренью с элементами классической игры под названием Герои Меча и Магии. Но подобная реклама это просто верхушка айсберга. Ведь если начать спускаться глубже, то можно найти вот такую вот рекламу. Но есть реклама еще хуже, которую я даже не могу вставить на YouTube, потому что видос демонетизируют. Поэтому давайте, когда на этом видео наберется огромное количество лайков, я выложу эту рекламу в группу ВК и в Telegram. Но сейчас меня больше интересует, кто, черт возьми, придумывает подобную рекламу. И я вообще уже молчу про людей, которым может понравиться такая реклама. И подобной трешовой рекламы просто огромное количество. Даже если посмотреть предыдущие выпуски про тупую мобильную рекламу, можно увидеть, что их уже было до хрена, а ее еще больше становится. А знаете почему? Потому что она работает. Ведь если бы она не работала, такую рекламу бы не делали. Но по крайней мере эту рекламу хотя бы продумали и вложили хоть немного денег на анимацию и так далее. Но есть те, кто вообще решил не вкладываться в качество рекламы. Ладно, и так сойдет. И они пытаются выехать просто на хайповой теме. К примеру, вы помните, был такой хайповый персонаж, как Сиреноголовый? Чуть ли не каждый ютубер про него говорил. И поэтому многие просто решили добавить этого персонажа в игру и показать это в рекламе. И вот это вот вся реклама. Была игра про выживание на острове, а превратилась в игру про выживание с Сиреноголовым. И при этом не факт, что этого персонажа вообще добавили в игру. И это же сейчас происходит с игрой в кальмара. В Google Play просто огромное количество игр, которые изменили свой значок, добавив туда персонажа из игры в кальмара. Но есть игры, которые изначально делаются по сериалу. Однако у этих игр есть одна проблема. Все эти игры делаются на волне хайпа, и авторы пытаются как можно быстрее выпустить свою игру. Поэтому большинство таких игр просто сделано на коленке за один день. Но самое забавное, что при этом у них реклама может быть в принципе нормальная. Выглядит неплохо, да, так еще и все и в 3D. Но будет чудом, если в этой игре вообще есть режим с печенькой. Потому что большинство игр, которые я скачал по Squid Games, во всех играх в основном только режим тише едешь, дальше будешь. Других игр там нету. А все потому, что реализовать этот режим игры проще всего. Как вы знаете, в мобильной рекламе любят объединять хайповую тему с популярной игрой, либо же объединять несколько популярных игр. И Майнкрафт с игрой в кальмара не исключение, их объединили. И если вы думаете, что получилось что-то вроде этого, то нет, вы ошибаетесь. Получилось что-то вроде вот этого. Выглядит интересно и интригующе, не правда ли? Только вот если посмотреть, что это за реклама, то вы поймете, что это реклама гребаных браузерных игр. И это не единственная такая реклама. К примеру, вот объединили Говорящего Тома и Майнкрафт. И получилось вот это. Но это еще цветочки. Вы лучше мне скажите, что это за херня? Что это? Если вы сейчас мне скажете, что это детская реклама, то я вообще охренею. Камон, после такой рекламы дети в ближайшие пару дней нормально заснуть не смогут. Может, давайте лучше вернемся к вот такой вот рекламе, связанной с Майнкрафтом, потому что после такого даже я, возможно, спать не смогу. Поэтому, ну нахрен, продолжаем смотреть рекламу с игрой в кальмара. Например, я на 100% уверен, что вы в ТикТоке или на Ютубе натыкались на вот это вот видео.
У этого ролика на ютубе более 100 миллионов просмотров. И естественно нашлись те, кто решили использовать это видео в своей рекламе. При этом даже не убрав водяной знак. И я до сих пор поражаюсь тому, как работает авторское право на ютубе. Если ты ютубер и используешь чужое видео, тебе прилетит авторское право. Но если ты рекламодатель и используешь чужое видео, то ютубу пофигу. У них вообще нету системы авторского права в рекламе. К примеру, если кто-то перезаливает мой ролик, то мне об этом сообщается. Но если кто-то использует мой ролик в рекламе, мне об этом не сообщат. И, кстати говоря, если вы ютубер, то таким образом можно находить реакции на свои видосы. Я время от времени захожу в этот раздел и смотрю, есть ли какие-нибудь реакции или, может быть, нарезки по моим видосам. И если есть, то я захожу в комментарии под этот видос и пишу спасибо, либо еще какой-нибудь другой комментарий. Естественно, я никакие страйки и так далее не кидаю, это самое отвратительное, что есть на ютубе, поэтому смело можете делать реакции, короткие видео, нарезки и так далее. Я, наоборот, даже буду благодарен. Но что-то мы отвлеклись от темы, давайте вернемся к тупой мобильной рекламе. И если вы думаете, что мы закончили с игрой в кальмара и с вот этим вот видео, то нет, вы сильно ошибаетесь. Ведь как-никак этот видос набрал более 100 миллионов просмотров, и на него обратили внимание огромное количество компаний. А так как у больших компаний достаточно много денег, то они решили сделать свою версию этого ролика и использовать его в рекламе. Magnum Quest. Или вот, к примеру, еще одна такая же реклама. И при этом каждая из этих реклам повторяет в точь-в-точь оригинальный ролик. Но это еще фигня, ведь есть ролики, где используется вообще геймплей другой игры. И ладно бы, если бы это был геймплей мобильной игры, но они используют геймплей компьютерной игры для рекламы мобильной игры. Воу, вот это да, вы только посмотрите, как прокачался мобильный гейминг. Графика прям как на компьютере. К сожалению, я не знаю, что это за игра на видео, но если кто-то узнал, то напишите в комментариях. Но вам, наверное, интересно, как же на самом деле выглядит эта игра, если там вообще 3D графон. Ну, в каком-то смысле он есть, но эта игра вообще не соответствует тому, что было в видео. В видео нам показывалась Battle Royale, а в реальности это гребаная копия Fallout Shelter. А как насчет мультфильмов? Вы ведь любите мультики, да? Можете даже в комментариях написать ваш любимый мультик, но, к сожалению, в данный момент мы поговорим только про Спанч Боба. И я думаю, вы видели по этому мультфильму какие-нибудь мобильные или браузерные флеш-игры, но это будет куда хуже, чем все, что вы видели до этого. Да, это был весь геймплей игры. Как я и говорил ранее, в трэшовые игры чаще всего стараются запихнуть что-нибудь популярное, чтобы привлечь к ней внимание. В данном случае использовали Спанч Боба, хотя сама игра вообще никак не связана с этим мультфильмом. Но раз мы заговорили о Спанч Бобе, то вот еще одна реклама. Лол, реклама должна показывать игру с лучшей стороны, а вы тут тыкаете на кнопку, а она никак не может активироваться. У вас тут баг в игре. Камон, какого хрена вы вставляете это в рекламу? О, появилась. Заработала наконец-то. И могли бы добавить фоновую музыку, а то мне приходится говорить. Я надеюсь, вы же не хотите сказать, что только что мы слышали голос Патрика, потому что он вообще на него не похож. И вообще это какая-то бессмысленная игра. Ну ладно, а на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, а также переходите на канал и смотрите другие выпуски тупой мобильной рекламы, а также другие ролики.